Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Павел Щелин на связи прямо сейчас, известный политический философ. Павел, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Спасибо большое, что нашли время. Спасибо большое, что в этом буйстве происходящего мы попробуем взглянуть достаточно широкими линиями, или, как выражаются, широкими мазками, на вообще судьбу и планеты, и таких зияющих ран двух конфликтов, когда одна больнее другой становится на геополитической арене. Начнем, пожалуй, наш разговор с Ближнего Востока и с Трампа. Говорит, я раньше был жертвой, а сейчас охотник. Ультиматум, который он выдвинул, Трамп, в принципе, подтвердил, говорит, да, это ультиматум Ирану. Иран не сдастся, спрашивают журналисты. Хаминеи заявил, говорит, удачи. Слушайте, такая метаморфоза, о которой мы говорили только в словесах, только в заявлениях, только в подаче, придавая какой-то политический лоск, шик или стратегическую неопределенность. Но здесь же речь идет о конкретных делах, о судьбе Ирана и судьбе Израиля. Как вы смотрите на роль Трампа вот в этой ближневосточной войне? Она стала войной Трампа? Да, она становится, давайте, на момент записи этого интервью 18 июня она еще окончательно войной Трампа не стала, но очень близка к этому, да. То есть все-таки до тех пор, пока не отдан приказ, пока нету прямого участия американских войск в этой войне, э, шанс отползти назад есть. Если приказ будет, тогда уже будет окончательно война Трампа, но это скорее оговорка, потому что вне зависимости от того, как будут происходить события на Земле, с точки зрения символической, с точки зрения политической, конечно, войной Трампа это стало. Трамп, к сожалению, подтвердил очень много гипотез, которые мы с вами раскрывали на протяжении года, и отказывались многие наши зрители в это поверить, но к сожалению, что делалось, то и будет делаться, и люди не меняются, особенно в 78 лет. Да? Мы с вами говорили о том, то, что реальных возможностей сделать никакие мир у Трампа нет, а при этом его личный психотип предполагает очень такую склонность к попыткам набежать. Да? То есть очень важный момент. То есть вот проявление силы. Можно сказать и погрубее. Можно сказать, что религиозное проклятие «все будет Украина» окончательно укрепилось в кабинетах овального офиса. И точно так же, как уважаемый Владимир Зеленский, для Трампа сейчас по личным причинам крайне важно показать всему миру «я не лох». Да? И вот эта история, она начинает играть уже своими собственными красками. Ведь давайте прямо скажем, успехов мало. Было буквально несколько хороших успехов в начале, самых крупных, которых был этот USAID. Все остальное, разгром USAID, все остальное пошло явно не совсем по сценарию, не по плану. Экономика не растет, законопроекты особо не принимаются, внутри команды полный раздрай. И надо дать должное, тут уж, простите, полный раздрай, теперь понятно почему. Не может работать внутриполитическая команда, если ее как бы начальник полностью по-простому, простите, кидает и предает своих подчиненных. Я имею в виду вот эти эпизоды с Маском. Сейчас эпизод с Тулси Габбар. Ну, опять-таки, вне зависимости от твоего отношения к ситуации, нельзя говорить, что тебе все равно на доклад своего директора национальной разведки, сделанного под присягой. Если бы это она сказала в частном интервью, если бы она это сказала в какой-то беседе, то это была бы одна история. Это были показания под присягой, поэтому просто так это делать не, это его ответ, то, что мне все равно, мне плевать, оно, к сожалению, не работает. Да, с Украиной Трамп показал полное бессилие, это важный момент. То есть, по сути говоря, ни европейцы к ноге не встали, ни даже, прости господи, Зеленский к ноге не встал. На этом фоне его переговорная позиция там, с тем же Си Цзиньпином, с тем же Путиным, тарифную войну тоже проиграл. Ну, по крайней мере, не выиграл. Замах, знаете, замах был на миллион, удар в лучшем случае получился на копейку, по крайней мере, публичный. Переговоры с Китаем успехом не завершились, равно как и все другие его переговоры. Переговоры с Москвой тоже, все улыбаются, машут, но в сухом остатке-то что? В сухом остатке ни одно из требований Трампа не выполнено.
Это тоже надо все понимать. И на этом фоне растет желание хоть где-то что-то показать, желание успеха. И здесь накладывается старая добрая история, которая, вот, ну, рекомендую книжку Джона Мершаймера «Израильское лобби». Оно чем важно? Оно важно не сколько вот теориями заговора, это все я серьезно не воспринимаю, а банально практической логикой. Условно, кто пишет команде Трампа аналитику по Ближнему Востоку? Ну вот люди условно с определенным мировоззрением. В широком смысле можно назвать неоконами. Они из лучших побуждений воспроизводят определенную картину мира, в котором там Израиль, там, в котором Иран это колосс на глиняных ногах, который достаточно ткнуть, и он сразу посыпется, и вообще единственное, что нас останавливает от достижения успеха, это нехватка воли. Но вот если ты живешь в такой картине мира, вы видите, как логично, вот нашли слабого, решили, что Иран слабый, поэтому давайте его отпинаем, за этот счет получим, усилим статус, и, соответственно, все будет хорошо. А, Вот с точки зрения нашего господина Антона Джафередовича. У этого плана есть один фундаментальный как бы, изъян, то что если не отпинаете? Да? И что если ваша вся разведка и все ваше даже не разведка, а именно это же не разведка. Я думаю, разведка дает гораздо более точные данные и гораздо более осторожные. Опять-таки, пример Толси Габбард. Но вот это мироощущение экспертного сообщества вот окажется пустым шагом. И здесь проблема. Да почему воронка эскалации развивается по своей логике? Сделать шаг назад без потери лица становится практически невозможно. Ведь вот эта позиция «у Ирана не должно быть ядерного оружия», она же, простите, вранье. Ну, потому что любой человек, который следит за переговорами, понимает, что позиция «отказ от ядерного оружия» уже был на тех переговорах с той переговорной командой, которую, между прочим, Израиль любил. То есть на переговорах обсуждалось, что Израиль вывозит обогащенные, не Израиль, Иран вывозит свой обогащенный вот этот материал в Россию, остается, но при этом жесткая позиция Ирана, наша, условно говоря, мирная атомная программа остается неприкосновенной. Логичная, понятная, последовательная позиция. Реальные претензии Израиля к Ирану совсем другие. Они не про атомное оружие. Они про осуществление государственного переворота, полную демилитаризацию, по сути, и, ну, давайте прямо говорить, режим change, то, что называется operation. Но приходится врать про ядерное оружие, и опять-таки это сильно добивает и без того уже практически отсутствующую репутацию. То есть вот складывается такой интересный пазл. Повторюсь, я не знаю там всех особенных перипетий вот, по Израилю и по Ирану, то есть я не являюсь суперэкспертом по региону, но вот с точки зрения философии, с точки зрения теории мировоззрения мы опять получаем подтверждение, что люди действуют не из реальности и не из рациональности, а из своего представления о реальности. Поэтому крайне важно понимать, как люди себе представляют этот самый мир. Вот в картине мира Трампа Израиль был самым слабым, которого можно безнаказанно отпинать и за этот счет получить свой, скажем так, статус, укрепить свой статус избранности, укрепить свой статус нелоха. Благо это накладывается, повторюсь, на длинную традицию израильского лобби в стенах американского Конгресса и Сената. А закончится это парадоксальным образом, скорее всего, очень неожиданными последствиями для западной гегемонии. Потому что, ну, как бы и многим не хотелось, как бы уже, понимаете, все мировые эти лидеры сопротивляются, очень не хотят в это верить, что их за людей не считают, но придется. Ну вот, например, на месте бы там российских переговорщиков, китайских переговорщиков, я бы сейчас очень много думал о том, что когда я веду переговоры с США, надо всегда держать в уме, чтобы ты не разделил судьбу иранского переговорщика. Ну, вот Ой, такого рода вещи. очень много сейчас таких заявлений. Даже на израильском телевидении пошутил какой-то журналист, что вот смотрите, следующая там, например, Турция. Ну, то есть вообще, ну, как бы имеется в виду, обвинить в чем-то, напасть, США впряглись, и развал, смена режима на более лояльный. И вот как бы такое ощущение, что донесли Трампу вот эту модель. И всерьез западная пресса, отдельная, обозреватели пишут, что Трамп выглядит игрушкой в руках Нетаньяху. Но опять, не сколько игрушка, здесь скорее совпала волна. Повторюсь, надо понять, главная внутренняя потребность Трампа, поймите, уровень экспертизы там же реально низкий. Ну, правда низкий. Вот, ну, посмотрите недавнее интервью Руби Карлсона.
Очень показательное было, не знаю, видели? Наверное, видели. Вот там просто там важно не то, что он говорит, а важно то, насколько низкий уровень представления довольно высокопоставленного чиновника о регионе, в котором он собрался устраивать войну. Понимаете, да? Вот Ну, эту это логику. или самый свежий вариант, Карлсон общается с Крузом. Это прям даже Да, разобрали, да, 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 вот, да, да, да. Вот я разобрали его имел в виду, собственно, да, разобрали простите, да. сенатора на цитаты, он не знает, сколько человек живет, что там вообще за регион. Вообще, как это, извините за жаргон, дупля не отстреливает. И об этом ему прямо говорит Карлсон, а куда вы лезете? Ну, то есть, и конкретно там даже, знаете, вот такой момент, ну, Трампа тоже, Такера Карлсона тоже Трамп, получается, подвинул. И сейчас уже ходят мемчики перечеркнутого Маска, а рядом перечеркнутого Ну, Такера. это два момента разберем. Про Такера это важно, потому что, опять-таки, ну, сейчас есть, знаете, такой классический сюжет в мировой литературе, «Король Лир» называется, про старого безумного короля, который откинул всех людей, которых его любил, и окружил себя исключительно афедрона-лизами. И как это трагично закончилось для истории королевства. Вот Трамп какими-то подсознательными вещами сейчас, очевидно, пытается каким-то образом влезть в этот паттерн. Это вот про Карлсона, Маска и прочего. То есть тех людей, все, заметьте, идейные люди хоть с какой-то позиции с Трампом не уживаются. Как мы, в принципе, предсказывали, это и закончится. Но это даже менее интересно. Тут интересно, что нам продемонстрировалось более глубинное представление, скажем так, западного истеблишмента о реальности в этом интервью. Потому что оно как раз важно тем, насколько без разницы, что конкретно в регионе происходит. Важный структурный элемент этого мышления был хорошо показан в фильме Квентина Тарантино «Джанго освобожденный», где этот рабовладелец произносит сакраментальную фразу «Да что этот афроамериканец, чтобы вас YouTube не забанил, себе позволяет». Вот это мировоззрение. Пока не западные лидеры, очень богатые, с яхтами, с миллиардами и прочими вещами, не поймут, что они для западной элиты всегда были, есть и будут исключительно индейцами, которыми можно торговать бусами за Манхэттен, либо просто афроамериканец в ошейничке, то вот эта, соответственно, история будет продолжаться. В этом же весь есть смысл. То есть короткий смысл, этика, которая стоит за высказываниями Круза, очень простая. Мы можем. Все. Мы что хотим, то и можем. Потому что мы можем. А вы рабы. Точка. Вы даже не враги. И вот это, кстати, принципиальный момент. Потому что вот это новое. Понимание, вот это разделение было всегда. Но до 90-х годов в западном истеблишменте, как вам объяснить, все-таки присутствовало понимание, что враг – это враг. Да? И у врага есть субъектность врага. А вот на фоне 91 года, окончания жизни Советского Союза, операции в буре в пустыне, можно сказать, что им снесло немножко крышу. И вот эта элита поколения, которое сформировалось в этот период, оно дошло до такой жизни, что оно врагу отказывает даже в статусе врага. И единственный образ, в котором они их видят, это статус раба. И поэтому они искренне обижаются. Да как вы, рабы, смеете вообще нам что-то тут рот открывать? Мы господа, и мы можем просто потому, что мы господа. А вы рабы. Вот она, этика, которая стоит за всеми твиттерами Трампа, за всеми высказываниями Трампа, за всеми высказываниями американских сенаторов. И вот эта этика будет посрамлена. Потому что, конечно, эти, скажем так, разные режимы, они кто угодно, но не рабы вот этой всей истории, они враги. И вот эта вражда, она даст нам свои плоды. Но получается, что и условно европейские элиты тоже рабы. Потому что, опять-таки, вот это показательное, скажем так, отчаливание из Г7, Мгм. из Канады в Вашингтон, Макрон, который говорит там что-то важное по Ирану и Израилю. То есть, в принципе, он сказал правду. Ну, написал у себя правду. Потому что была ситуационная комната, опять-таки в Пентагоне ели пиццу. Это вообще что-то новое. Это в последнюю итерацию я замечаю. То есть заказы пиццы в Пентагон. То есть они, видимо, сидят до ночи, работают и присылают туда, скажем так, заказ за заказом. Увеличился заказ, значит, чего-то они там планируют, не просто так сидят. Ну, это парадокс для политической журналистики, поэтому так делюсь с вами удивлением. И параллельно с этим Трамп просто отсекает Макрона. Зеленский вроде как идет с полным набором привычных для него аргументов.
у него обстреляна столица. Это, кстати, отдельный разговор, судя по всему, ну, это уже прям мы берем и кальку, да, с там, ну, обстрела ранее, когда он был в ЮАР, теперь он точно так же в Австрии, визит, который прославился только перекрытыми дорогами и умопомрачительным кортежем, и ни о чем, вот по сути, да, конкретно с австрийцами, с нейтральной страной, мол, выдайте нам наших, даже не наших беглых, а активы политические выдавайте. Ну вот заявил и полетел туда, а Трампа уже там нет. Посидел, повстречался, собственно, 2 миллиарда от канадцев получил и остался как бы с вот этими фразами в пустоту. А нам бы 40 миллиардов для того, чтобы стоять. А нам бы вот вооружений. А мы готовы купить у тебя, Трамп. Я еду с деньгами. Продай мне пакет вооружений. Трамп даже не слышит, никого не видит. Он как бы Макрона щелчком по носу Зеленского бросил, как бы плюнул в ту сторону, показал спину. И понимаете, а у Зеленского-то был весь набор, ну, как это, каре, ну, если не Royal Flash, то каре у него было, представьте, тут такая трагедия. И это все работало на протяжении вот этих годов Ну, противостояния. теперь не работает. Теперь работать не будет. Давайте просто завершим тему. Вот то, что вы описали про насчет там рабов, не рабов, это все-таки различайте внутривидовую борьбу и межвидовую борьбу. Вот то, что там вот Макрон против Трампа, это внутривидовая. Это у них там внутривидовые разборки, кто кому больший господин. Но все-таки это внутривидовая борьба. Разумеется, а вот там со всеми остальными это межвидовая. Просто Мгм. важно для понимания. Зеленского место в этой истории мы много раз уже обсуждали, оно понятно, и мы много раз говорили, что никакой позитивной суверенности у него нет и быть не может, что не отменяет негативной суверенности и по-прежнему способность продолжать войну и даже без оружия у него есть. Поэтому не надо здесь тоже держать себя никакими иллюзиями. Нужно понимать, что вот эти все истории про Зеленского и Запад, и население бедной Украины, земель Украины, назовем это так, украинской земли, это все в рамках анекдота про Вовочку. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, внучек, ты будешь меньше есть. Значит, сыночек, ты будешь меньше есть. Поэтому чем меньше Зеленский получает денег и оружия на Западе, тем эффективнее будет работать. Тем больше мотивации будет работать ТЦК, мобилизации крепаков, ну, как бы до последнего крепака и в посадке. Посадке. Так если принцип Трампа вот сродни Зеленскому «я не лох», почему он бортует Зеленского? Ну, так просто понимаете, как вам объяснить, как это? Вот мне кажется, потому и бортует, что слишком похоже. Для него это вот прям такое зеркало, в которое очень неприятно смотреться. Трамп ненавидит Зеленского, мне кажется, именно потому, что он очень на него похож, если уж по-честному. Такой же пиар, такой же шоумен, такие же вот эти высказывания, такие же, ну, твиттеры, такой же вот этот принцип «я не лох», но просто, условно, ты большой, и в таком красивом пиджаке с галстуком и прочим, и все-таки за тобой США, ну, как бы формально. А тут вот эта штука, которая как бы с таким же гонором, с такой же хуцпой, но, простите, еще и с голыми штанами, да, и вот это раздражает. Но это вот такого порядка раздражения. Очень важный вопрос, потому что о там, 30-летних войнах или периоде эпохи войн мы неоднократно с вами говорили, и вы выступали, и, собственно, как бы эту историю достаточно давно, когда это казалось, ну, каким-то чем-то диковинным, что может ошарашить. Сейчас это видится совершенно по-другому и более наяву. Это можно потрогать, пощупать. В плохом, конечно, смысле, но тем не менее. А, Мы станем свидетелями ликвидации, уничтожения сторон, дефис государств. Потому что давайте будем откровенны. А, Ведь можно это все анализировать с точки зрения там, политиков, Нетаньяху, Можно. Хаменеи, а вот тут Зеленский, а вот тут Путин, а вот смотрите Трамп, Макрон, ну и так далее, Мерц.
Стармер, который Трамп упускает бумажки, а он быстренько их поднимает. Ну, вот это соглашение с Британией на Г7, это тоже было очень показательно. Все просто обалдели, потому что Британия, владычица морей, там Ну, неимоверная она там, уже давно не владычица Марии, но я понимаю. Да, ну, то давайте есть понимать. Великая Британия во всех смыслах великая, а ее лидер вот это вот, да, вот подбирает Мгм. бумажки упавшие. И вы понимаете, в Да, чем символично. возникает вопрос? Так э, в этих противоречиях остаться должен кто-то один. Иран или Израиль, условно там Россия или Да, Украина. да, А останется ли кто-то один? И кто раньше? да. Ну, это... а, Вот это, понимаете, как раз-то и есть, надо понимать, что такое война в историческом процессе. Война– это Божий суд. Знаете, такое понятие Ордалия была в средневековом праве. Вот война и покажет, кто останется. Но вы абсолютно правы, есть экзистенциальные конфликты. Если, кстати, конфликт между Израилем и Ираном, вот вопреки тому, что рассказывают многие, скажем так, лоббисты, не является экзистенциальным на полном серьезе. У Объясните, у Ирана, меня прям недавно была дискуссия, да, вот да, по ну этому поводу. смотрите, да, Иран настаивает на, а, скажем так, антисионистской политике, да, это принципиальный момент, но у него нет ничего против существования еврейского государства на территории этой земли, просто там речь идет, я повторюсь, скорее можно сформулировать так, у него есть претензии к Израилю, у него нет особых претензий к Иудее, можно это примерно так выразить символически. И в каком-то смысле, понимаете, парадокс в чем? В этой истории там вообще-то Иран находится на позиции международного права, он за Израилем в международно признанных границ. Так вот, между делом, автопом. Другое дело, понятно, что для нынешнего Израиля эм, это неприемлемо. И если бы мы были там, играли, условно, нам надо было за этим столом играть за сторону Израиля, нам, конечно, было бы понятно, что международное право для нас здесь неприемлемо. Мне кажется, очень важная здесь история, которую пока никто не сказал, то, что промыслительным образом Израиль делает одно очень благое дело. Это вот нужно ему признать. Он добивает ООН. За что, конечно, все люди доброй воли должны сказать ему огромное спасибо. Можно прямо сказать, что пока есть Израиль, он существовать не может. Ну, в том виде, в котором оно есть. Просто самим фактом своего существования Израиль превращает ООН вот в такое бесполезное, лицемерное, пустое понятие, лишенное какого-либо содержания. И это хорошо. ООН– это не хорошая организация, это инструмент глобалистов, это действительно прообраз мирового правительства по его же основополагающим документам. И с точки зрения православного человека в этом смысле промыслительно можно сказать, что Израиль здесь выполняет вот такую роль хорошую, вне зависимости от его намерений. Другое дело то, что вот, ну то есть, давайте так, вы правы то, что конфликт между нынешним режимом в Израиле и нынешним режимом в Иране экзистенциальный. Вот режим останется только один. Но по итогам всего этой переформатирования все равно мыслима картина, в которой у вас будет и государство Иран, и государство Израиль, может быть, названное с государством Иудея, может быть, чуть-чуть измененной границы, но в целом это промысливается. Конфликт же России с Украиной, конечно, экзистенциальный. Даже уточню, не с Украиной, а с украинством. Здесь вот нужно сделать принципиальный момент. Нужно понять, что такое, опять-таки, украинство. Есть русская цивилизация. Большая, широкая русская цивилизация, идеология которой на самом деле сквозь века проглядывается очень как бы, одна фундаментальная нотка, даже если эта цивилизация эту нотку передает раз за разом, то все равно потом ее история заставляет возвращать на этот путь. Идеология это звучит как Христос воскресе. И есть идеология украинства, которая является прям, знаете, таким полигоном, сочетанием там, трех, скажем так, фундаментальных врагов этой самой цивилизации. Первый враг– это уния, продать первородство за чечевичную похлебку или продать цивилизацию за крушевные трусики и в целом продать духовное за материальное. Дух унии. Второе– это хазарство. Это когда солидный господь для солидных господ, и когда вот элита там своим кагалам все, что надо, решают, а быдло может разбираться как оно угодно. Да, вот такая. В принципе, Гоголь это все описал. Ну и третье, это такая
более скрытая, казалось бы, но тоже явная линия горянства, да, мы же не будем забывать то, что вот это такая идея сила без любви, покорность без любви, власть ради власти. И тут не случайно, что в истории украинства тот же Дорошенко убежал к турецкому, ну, пытался и турецкому султану в конечном итоге присягу приносить, да. То есть вот такая история. То есть, к сожалению, эта земля стала таким полигоном для этой идеологии. Тут нужно понимать, что украинство, конечно, это принципиально категория не государства. Тут вообще неприменимо слово государство. Это категория религиозная. Это религиозная община, религиозное объединение, религиозная секта. И адептов этой секты, надо признать, в Москве не меньше, чем, условно говоря, в том же самом Киеве. Но, условно говоря, когда в 70-е мы будем просто мирно дружить с Германией, продавать им газ по трубам, а мы в ответ будем получать машинки, это точно такая же логика униатства. Точно такая же логика униатства, просто в другом обличии. И в этом смысле болезнь общая. Подводя итог к вашему вопросу, разумеется, то, что вот итогом этого противостояния должно стать следующий этап равновесия. Либо насколько униатство сможет поразить эту цивилизацию, насколько украинство сможет поразить эту цивилизацию на данном моменте, и насколько этот вирус украинства эта цивилизация сможет преодолеть. Переводя на язык, скажем так, уже политико-географический, понятно, что государство Украина в том виде, в котором оно было создано в 1991 году, не будет. Его уже нет, и его не будет. Вопрос, что будет на этом месте, очень открытый, дискуссионный. Тут зависит от того, с какой точки зрения смотреть, политической, историосовской, теологической и так далее. На мой взгляд, обстоятельства непреодолимой силы будут двигать, повторюсь, ее действительно в сторону примерно трех разных пространств. Да, трех разных пространств. В зависимости от разного исторического судьбы. Первое пространство – это пространство Червоной Руси. Это вот Галиция, Львов и прочее. Здесь нужно понимать, что это такая самая трагическая территория. Это территория полного геноцида, потому что Талергов, Терезин. Вы еще можете почитать начало 20 века, русофильское движение во Львове, да, русофильское движение во Львове, Иосип Мончаловский, Лычаковское кладбище, кладбище русских журналистов Львова, братство, которые там против унии при полном отказе иерархии от борьбы там 400 лет поддерживали живую православную веру. То есть это все было вплоть до недавнего времени, но, к сожалению, с геноцида 20 века практически полностью истреблено. То есть это такая вот историческая зияющая рана. Вторая зона – это вот зона имперского освоения, Дикое поле, Новороссия, ну то есть то, что где люди просто не жили до 18 века. На пространстве от Одессы до там, Дона кочевало 6 тысяч человек. Ну, вот просто, чтобы мы понимали, там не было этих Одессы, Николаева, Херсона, там, ну, просто это вот действительно было дикое поле. Эти земли были освоены империей в очень конкретном историческом процессе и, скорее всего, в эту, так или иначе в империю вернутся. Есть третья зона, это зона Малороссии, это примерно то, что в 17 веке называлось Гетманщина, да, то есть вот такой вот территория примерно. Это войско, ну, территория там казацкая, там действительно есть свои особенности в рамках этого фрактала. И вот на самом деле главный выбор сегодня предстоит ей. Им надо определиться, будут ли они сами вот это украинство из себя выживать как религиозное движение, или же не смогут справиться с этой задачей, и тогда все пойдет по совсем печальному сценарию. И тут нужно отметить важный процесс, то, что единственный фундамент и вообще единственная организация, на основе которой это путь к жизни для этой земли может произойти, это, конечно, ну, на основе Украинской Православной Церкви. Собственно, поэтому сейчас идет борьба против Украинской Православной Церкви, чтобы гарантировать, что никакого пути жизни для населения этого земли не было возможным. Если удастся полностью эту церковь добить, причем либо одновременно изнутри и одновременно извне, то тогда можно гарантировать, что вот это пространство вот этого украинства на этой территории обеспечит непрерывную работу биореактора, к сожалению, до самого последнего украинца, и, к сожалению, даже самый последний взрослый человек будет принесен на алтарь вот жертвы этой богини Мавки или богини Украины. Но зато кое-кто, конкретно список людей, там шляхты, получит вот эту гидность, с которой будут продолжать носиться, радоваться и получать удовольствие. Вот так я вижу ответ на ваш вопрос, к сожалению. Если взять и наложить то, о чем вы говорите, на вот плюс-минус историю последних десятилетий, ну, слушайте, ну были же там у власти Днепровские, Донецкие, я имею в виду в политическом
пространстве Украины. Мгм. Да, Но странный парадокс. Все равно бросались туда, в другую крайность. В абсолютно. крайность, ну, вот этого украинства. Вот возникает главный вопрос, а почему? Ведь Потому на что самом как деле, корабль... давайте же будем откровенны. А, Во Львове, там, в Луцке нормально жили, воспринимали, там, культуру не притесняли, плюс-минус там у всех был одинаковый достаток. Ну, на протяжении такого ну, поколения, два, ну, трех, да, ну, вот так где-то возьмем. Но и вроде как все одни и те же учебники читали. И все вот эти люди, которые вот приходили к власти в Украине образца 91 года, они же вроде бы как там, с партийной школы или каким-то образом так или иначе связаны были с там, КПСС. Все вроде как с одного вот вышли. Почему вот этот период новейшей истории, там, советского и постсоветского периода, не стал вот условно новой колыбелью? Хотя ну, предпосылки к этому были. Ну, потому что имена имеют значение. Понимаете? Как корабль назовете, так его он плывет. Имя– это выражение идеи, которая обладает собственной субъектностью и обладает собственной силой. Ничто с Украиной в названии не может не быть антироссией, чего бы ни хотела элита, чего бы ни хотело население, как бы они ни жили. Если бы назвались Малороссией в 91 году, глядишь, вы нормально бы и прожили. Но назвавшись Украиной, вы действительно, ну, эта земля, как теперь понятно, мы сами этого не понимали, я этого не понимал. Я тут безо всякого, знаете, высокомерия это говорю. Как бы все мы жертвы модерна, все мы жертвы вот этого, скажем так, такого, знаете, саентизма, позитивизма, такого прибрежного отношения к именам, типа как хочу, так и назовусь, как имя выберу, так и перекручусь, и вообще надо мной это не имеет никакой власти. Оно имеет. Если мы будем читать всех теоретиков украинской идеи, всех теоретиков украинской идентичности, мы поймем, что единственное э, образ бытия украинства и всего с Украиной в названии, это действительно вот антироссия. Поэтому вот это сама по себе имя будет давать вектор. Потому что если у нас Украина в названии, значит, идет выводы, значит, надо прийти. И заметьте, вот с 91 года же притеснение началось, на самом деле. Мы можем это видеть по статистике закрытых русских школ, которых закрывались, ну, понимаете, весьма не по органическим причинам. Они же закрывались и в 90-е годы, русские школы. Просто более медленным процессом. И регионально, допустим, на востоке Украины это было, не было видно, но на западной Украине закрывалось гораздо быстрее. Опять-таки, если мы Украина в названии, то значит, да, нужна вот там украинская культура такая, а поскольку она не выдерживает конкуренции сама, значит, надо всех остальные притеснить. В этом плане украинские же националисты, они же прямо об этом пишут и последовательно. Они говорят, что единственный способ, по сути, нас осуществить жизнь для нашей Украины, это пожертвовать всем остальным. Вы, если прочитаете Шухевича, Донцова, Бандеру и прочих товарищей, они прямо все это пишут. Ну, повторюсь, фундаментальная цитата. Если там из 10 миллионов украинцев останется 2, зато настоящих, это приемлемая цена. Это же никто не придумывал. И понятно, что поместив это на знамя, простите, если это находится в названии государства, символов, знаков и прочих, то оно само по себе начинает организовывать вокруг себя все процессы жизни. Нравится вам это или не нравится, хотите вы это или не хотите. Поэтому так и получается, что, как мы все время говорили, как так получается, что 3% националистов управляют, вот, ну, условно говоря, определили курс, как бы, вот этот, как бы, самоубийственный курс на все население. Да потому и получается, потому что они в резонансе с тем Павел, символом, который на знаменах. простите, пожалуйста, а мы сегодня над моей Украиной пролетали. Ну Леонид да, Быков говорит в конечно. известнейшем произведении о войне, Мгм. лучшем, да, ну, имеется в виду про, Одним из лучших, ну, да. про авиацию имеется в виду, Да. Великой Отечественной. То есть, ну, смотрите, название Как, Украина, как, оно же было. так вот в том, так смотрите, это второй момент. А это хорошо, что вы это подняли. А это третье исключение. Опять это не исключение, это вот этот дурак.
то, что мы с вами тоже говорили публично. Действительно существовала вот эта уникальная особенность Украинская Советская Социалистическая Республика. Вот в таком виде, как Украинская Советская Социалистическая Республика, до поры до времени оно могло существовать не как антироссия. Но все слова в этой аббревиатуре были как бы невыкидываемы. Уж простите, да? И вообще это, на самом деле, здесь просто надо уходить в эту всю национальную политику большевиков. Даже здесь была ошибка. Там же, вы помните, там была Харьковская Криворожская республика, которую слили с Украинской Народной Республики. Вот эта химера получилась. В итоге, на самом деле, вот это внутреннее противоречие, если мы посмотрим в глубину вот этой истории советского периода, оно всегда было. Потому что, ну, если вы, допустим, прочитаете, что записку, которую Шелест пишет еще в «Семидеда, ваш однофамилец», там, в ЦК, то он там пишет, что вообще неплохо бы нам предоставить свое право торговли, типа там союз отдельно, а мы вот тут как бы сами будем международно торговать, и все у нас будет хорошо. То есть вот это такое, скажем так, противоречие, оно было всегда, и был вопрос, когда оно разовьется. На самом деле это, наверное, тоже, поймите, большевики же тоже не идеалисты были в своей философии, именно по философии. И тоже с названиями часто особо не понимали. Для них это был там первый этап Земшарной Республики Советов. Получилось, как получилось. Но, тем не менее, на момент 91 года, вот эти границы 91 года, это границы Украинской Советской Социалистической Республики. Нету Советской Социалистической Республики, нет и границ Украинской Советской Социалистической Республики. Вот оно так получается. И вот эта трагическая история, на самом деле, она нас все время возвращает к ответственности за имена. Да, повторюсь, вот земля Украины действительно есть исторически. Ну, вот это она, мы прослеживаемся на карту. А вот украинскость как идея, это вот, повторюсь, к Гоголю, к Тарасе Бульбе, да, фундаментальная вот эта идея. И вообще, пересмотр нашего подхода к восприятию истории, вообще, что такое история, какова роль имен в истории, является ли какое-то объединение. Почему мы по умолчанию, тоже это наследие ООН, и, там, от Вудро Вильсона и прочих, что мы по умолчанию считаем любое объединение людей государством. Простите, с какого перепуга мы считаем это государством? Далеко не всякое объединение людей является государством. И вот у нас в итоге, понимаете, как получилось? У нас процессы идут, а языка для описания процессов адекватного не было. И в итоге возникла вот эта парадоксальная ситуация испорченного телефона, возникла, к сожалению, мы сами себе сделали все опять по Писанию. Есть цитата в псалмах: «Се болен неправдою, зачат болезни, ради беззакония. Ров из иры ископай, и паде в яму в юже саде». Вот мы все были больны неправдою, поэтому родили болезнь, неадекватное представление о мире, ну и беззаконие, которое мы наблюдаем. И за все это вот приходит вот та самая Ордалия, о которой мы говорили. И когда тоже вы меня каждый раз спрашиваете, я каждый раз вам это отвечаю, сколько это все еще будет продолжаться, доколе, так сказать. Продолжаться это как минимум будет до тех пор, пока не наступит ну, понимание, осознание, что произошло, почему это произошло и каков вот путь жизни условный, какой путь смерти. И вот тогда уже можно будет делать выбор. Есть еще такое предположение, что вы думаете о нем. Ну, когда выветрятся поколения вот эти попавшие, потому Но что тут тоже такой очень интересный, чисто социальный, человеческий момент. Ну, люди плюс-минус там, ну, где-то, может, нашего возраста, чуть старше, да, они говорят: елки-палки, Союз развалился при нас. Там 90-е тоже. Потом поехали эти революции. Ну, это украинцы так говорят. Война одна, война вторая. То есть вот это вот как бы не было как бы периода такой более-менее понятной какой-то нормальной жизни. А новые, то есть, ну, там молодые, понятно, есть хайп, тренд, совершенно меняется структура общества. Может, когда вот это все забудется, ну, вот как бы выветрится, и все на самом деле вот спустя там уже несколько поколений будут спокойно общаться, торговать, быть в одном там культурном или каком-то другом пространстве. не думаю, потому что дело-то не в экономике и дело не в деньгах. Вы приводите такой аргумент. Скорее наоборот. Вот эти нынешние поколения... Ну, давайте так, какая есть разница клиническая, это я вижу. Вот есть поколение
действительно советская, которая имеет в своей вот памяти вот эти частично приятные сердцу, но очень неправдивые, к сожалению, мифологемы, такие как там дружба народов, сотрудничество, конвергенция и прочее, да, то есть они воспитаны были условно Марьей Ивановной по марксистским учебникам, и они к этому привыкли, они органичны. И есть поколение там уже 40-45 и младше, у них уже есть аллергия к этому, на самом деле. Не потому, что это плохо само по себе, а плохо, потому что оно неадекватно реальности. Ну, сложно, понимаете, везде сходные процессы, условно говоря, ну, допустим, миграционные процессы, идеологические процессы, смысловые процессы. И вот этот старый язык, он им абсолютно неадекватен, он выражает исключительно раздражение. Но нового языка, который, вот повторюсь, описал бы, что с нами происходит, почему с нами происходит, какие у нас реальные выборы стоят, его пока нет. Но запрос на этот язык в поколении, вот, условно, начиная с вас и ниже, он гигантский. И я думаю, в процессе этот язык выработается. И потом наступит все равно момент выбора. То есть, понимаете, вот здесь вот эта украинская мечта, вот, чтобы оно все было, ничего за это не было, и чтобы оно просто было хорошо, она, к сожалению, в истории не работает. К сожалению, придется делать, скажем так, все равно в основе любой целостности есть некое представление о самом важном, да? То есть не бывает мира, кроме как мира у общей чаши. То есть не бывает мира, кроме как мира у нечто чего-то общего и самого важного. Вот когда есть что-то общее и самое важное, а можно проще сказать, когда есть общая любовь к чему-то самому важному, тогда внутри вот этого пространства возможно то, что все вы описали. Дружба, путешествие, там, торговля, мир в самом главном понимании. Когда этого нет, к сожалению, происходит писанию нет мира нечестивым. Да? То есть, к сожалению, у нас нет даже общего языка, общей рамки, через которую мы можем, если угодно, договориться. Пример из другой области, почему, например, Россия никогда не договорится с Западом, сколько бы раз она не летала на переговоры, и сколько бы она не хотела, почему, кстати, украинцы никогда не договорятся. По той простой причине, то, что языка нет. Это же получается шизофреническая позиция. Происходит вроде бы одно событие, да? Россия думает, что у нее теперь на Западе появились друзья, а Запад думал, что Россия приняла свой униатский рабский статус. И оба друг на друга обижаются. Один то, что ж ты со мной не дружишь, я ж с тобой дружу, я же тебе дружбу предлагаю как равному, как брату, там другой. Какая нафиг дружба? У меня понятия дружба в словаре нету. Ты что? Ты согласился с тем, что ты теперь мой вассал? Что ты теперь, как бы, условно говоря, тут какие-то права качаешь? Понимаете логику? Вот пока нет общего языка, пока нет общего вот этого кода, даже шансов на вот это понимание тоже нет. Зеленского отшили на Г7. Мгм. И вы знаете, промелькнуло, и я вот очень с упорством идиота, но я хочу вести эту линию. Потому что, казалось бы, сейчас, ведь я говорю о мире через поколение не просто так. Сейчас есть шанс, ну, условно, об этом говорят там политики, политологи, мол, обвинить Запад во всем, сказать, ах так, значит мы, во-первых, все внимание же на Ближнем Востоке сейчас, да? А как там Аятолла, ракеты туда, обратно, там выбросы радиации, все же вот в этом сейчас живут, это вся, то есть Украина задвинута. То, что там опять движение в Сумской области, прилеты ракетам, шахедами, ракет, там будут 500 шахедов, будет 1000 шахедов за раз, то есть уже как бы особо мир не волнует, все смотрят, как бы шандарахнет или не шандарахнет кто-то ядерным оружием на Ближнем Востоке. Вот сейчас кажется, с точки зрения, ну опять-таки, логики, понимания процесса, не на длинной дистанции, не на исторической, а вот такой, да, то есть с точки зрения удержания власти, взять и попробовать перевернуть доску, сказать то, о чем говорили раньше, там, политтехнологи разные. Значит, ах так, значит, Запад виноват, мы условно подписываем, ну, поторгуемся, конечно, может, чего и выторгуем. Я думаю, что россияне тоже поторгуются. Никуда никто не денется, если будет предметный торг. Формат уже благодаря вот этим всем изыскам, да, вот этого Трампа, его вот там миротворчеству уже есть, он двухсторонний.
Значит, мы возьмем меморандум российский, возьмем наш и сами вдвоем, без условного Запада, без Кита Келлога, который мчит в Беларусь, какого-то рожна, к Лукашенко, сядем и, Ну, ну, потому в что, общем, прочертим все линии. ну, не Украина, прочертите. Украина капсулируется, режим сейчас силен как никогда, на силе и страхе, там ТЦКшники, НКВДшники, СБУ, М. сейчас вообще какой-то парадокс пошел, там есть журналист, расследователь, ну понятно, за грантовские деньги, всех разоблачал, а у него оказывается расписка СБУ, что он сотрудник, там еще одна расписка гуляет, начинают всплывать, с СБУ расписка, я такой-то, такой-то, обязуюсь, в общем, короче, сотрудничать. Понимаете? И вот это, весь этот режим капсулируется. Зеленский, там, условно, второй, третий, пятый, неважно какой срок, по линии разграничения ров с крокодилами, ничего русского, ничего, вот все на украинский манер, и вот строится вот нечто такое, вот Смотрите, этакое. все бы прекрасно. Один нюанс это абсолютно не устраивает Россию, а ее мнение немножко важно в этом вопросе. Нет, так с Вот и все. Россией договориться. Нет, Россия на такое не согласится никогда. Требования России, опять, понимаете, Россия же очень предсказуемая в этом вопросе. Вот ее требования. Год не меняются. Снова подтверждено. 4 области, русский язык официальный, отмена гонений, отмена, в общем, и списком по списку. Вот, ну, единственное новое, что добавилось за последние недели, еще всю технику натовскую, что вам поставили, утилизировать. Все. Если Зеленский на такое соглашается, Россия с удовольствием подпишет с ним эти бумаги. Вот это компромисс в понимании России. Это должны четко понимать. Компромисс в понимании России, вы выполните наши очень адекватные требования, а взамен мы вас не добьем. Точка. И весь вопрос к Зеленскому. Он на это подписывает. Если подписывает, хорошо. Если не подписывает, ну будем продолжать. Ну, можно же схитрить и продать по-другому. В этом весь Зеленский, квартал 95. Нет, внутреннему населению он продать может как угодно, но на бумаге он должен будет все это подписать и имплементировать. Как он это пиаром будет оправдывать внутри, Россию не особо волнует, это правда. Но то, что она хочет с этого получить, вот в этом том списке, как не то, что написал Нью-Йорк Таймс, не то, что там напридумывал Келлог, чье мнение, откровенно говоря, никому не важно. Вы думаете, в Москве кому-то важно мнение Келлога? Как бы мнение Келлога важно, по-моему, только самому Келлогу и Трампу, когда он добирается до его уха, хотя тоже тут спорные моменты уже начались. Нет, это можно сколько угодно играть в пиар. Вот если мы уберем весь пиар, то мы, опять повторюсь, минимальные позиции сторон не совпадают совершенно. Вы можете открыть российский меморандум и украинский меморандум. И вот опять я еще раз это повторю, принципиально разные культуры меморандумов. Да? То, что Россия озвучивает публично, это ее минимальное требование. Она ниже этого не отступает. Ну, то есть, особенно то, что Путин озвучил на своей ассамблее, то, что внесено в Российскую Конституцию, это минимальные требования, она от них не отступит. Выполнение этих минимальных требований, на мой взгляд, для Зеленского все-таки, конечно, это самоубийство, путь Сикорского над Гибралтаром, и он будет цепляться до последнего. Я повторюсь, если, чтобы выиграть дополнительные 2 года жизни, ему нужно пожертвовать еще там 2 миллионами крепаков, вообще не вопрос. Ну, то есть мы, к сожалению, вынуждены говорить на таком языке, мы, к сожалению, вынуждены использовать такую лексику, но это очень важно, чтобы наши уважаемые украинские зрители трезво понимали свои перспективы. Все вот эти надежды, что сейчас мы хитро обманем тупых русских, и они хитро согласятся там на очередной Минск 2, 3, 4, 5, как мы их кинем, не будет. Очень интересно выглядит сегодня проголосованный законопроект ну, в Украине о множественном гражданстве. В чем интересность? В том, что, ну, в общем, кроме того, что там люди, значит, в общем, это для диаспоры и для там выехавших по праву, вот ты родился, ты украинец, можешь получить паспорт, там, в общем, ну, такие моменты, это вроде как хорошо, это вроде как современно, это вроде как классно, да, ну, глобализация в мире и так далее. Правда, там есть нюансы, есть список стран, которые не поддержали протест на голосовании, в общем, резолюцию по Крыму 2014 года, да, там их немного, но они есть. Есть, понятное дело, если люди получили российский паспорт, не по принуждению, а вот сами пошли получили, то тоже, в общем, они лишаются гражданства. То есть
Вроде как вывеска хорошая, ну, такая современная. Ну, ты можешь несколько паспортов иметь, это можно, то есть нормально, с одной стороны. Но с другой стороны, там зашита процедура, ну вот фактически М, государства Украина отказа от гражданина Украины. мгм. Это такой достаточно интересный момент ввиду того, что там есть пункт, представляет угрозу или, короче, угрозу интересам Украины. Ну вот, Мгм. гражданин. Очень Мгм. расплывчатая, но очень понятная формулировка ввиду того, что там 8 с лишним тысяч человек, Да, украинцев, ну, мы под понимаем, кто санкциями. будет, мы понимаем, как этот инструмент будет работать, но повторюсь, давайте, господа, давайте просто, вот если мы согласимся с тем, что такого понятия, как государство Украина, существует исключительно на бумаге, а с онтологической точки зрения это давно не государство, а религиозное объединение, тогда все эти законы приобретают смысл. Мы выписываем тебе, как это, отшиваем тебя, ты не член нашей общины, изгоняем тебя из нашей общины. Очень понятная, скажем так, история. Опять. Но я понимаю то, что действительно этот тезис очень сложный. Тут, и, кстати, для понимания, что даже, например, в Москве, ну, то есть, условно говоря, до сих пор еще до конца не могут принять тезис, что государство Украина – это вот не государство, им сложно, они вот живут в логике государств, поэтому им очень сложно признать этот факт. Но жизнь заставит нас это признать. И чем раньше мы это признаем, тем большая частота понимания, цитирую одного из моих собеседников, у нас у всех будет. То есть если мы перестанем относиться к Украине как к государственному феномену, и, кстати, такое не только в Украине. Очень много вещей, скажем так, пространств сегодня, которые называются государствами не являются. Это вообще отдельно большая тема, что такое государство, почему, если нет государя, нет государства, и какие вообще разные формы объединения людей существуют. Да? То есть очень много разных форм объединения людей, религиозная община, пиратские, там, я не знаю, объединения, там, допустим, Тартуга. Тартуга это не государство историческое было, а это именно объединение, какая-нибудь Остинская торговая компания, прекрасное объединение, может собственную политику проводить, но это не государство и так далее и тому подобное. Там, историческая история, Запорожская сечь, сечь это не государство и так далее и тому подобное. Вот понимаете, вот ваш вопрос, он опять про то же самое. Пока мы по привычке, по инерции относимся к Украине как к государству, нам ничего не понятно, все тревожит, и мы крутим пальцами у виска, да как они же такую ерунду творят, ну государство же не может так творить. Ну государство-то не может, но оно-то и не государство, поэтому все понятно. Это абсолютно понятно. И вот этот механизм, который вы описали, это, конечно, ну, это хороший, понятный механизм, но вот аналог этому отлучение от церкви. Ну вот в истории был такой пример, ну вот конкретно отлучение от церкви. Вот мы отлучаем от церкви. Вот то, что вы описали, это с государственной точки зрения очень странное, как бы так, понятие структура, механизм. С точки зрения религиозной логики, чистое отлучение от церкви, очень понятно мне, зачем они это делают. Ну, тогда мы смотрим на Зеленского и видим, как формируется идол. Конечно. Ну, он скорее верховный жрец. Он как бы такой верховный жрец, который претендует. Все-таки верховный идол это Украина. То есть Украина понад усе. Украина понад усе. Да? Это очень важно. Она ще не вмерла Украина. Там згинут вороженьки, як роса на солнце. Вот это все. Опять открываем гимны, читаем. Да? Вот. А Зеленский, он такой, скажем, верховный жрец этого, скажем так, идола на данный момент. Патриарх своего. В общем, какая секта, такой жрец. Ну, с точки зрения, конечно, украинцев, возможно, крамольные вещи говорите, что, мол, М, Украина не государство, и, собственно, ну, в философском смысле, знаете, разные бывают действительно государства, и разные Не, исторические пути. ну это, понимаете, да, у меня вот философский я это понимаю, что может быть обидно, но как там, надо правду говорить все равно приходится, и там за несколько месяцев, я думаю, мысль дойдет, с ней просто нужно свыкнуться, привыкнуть. И опять, я не вижу в этом ничего плохого, то есть, на мой взгляд, большая часть, потому что было понятно, большая часть вещей, которых мы сегодня называем государствами не являются. Поэтому здесь нет никаких, на мой взгляд, противоречий. Это просто, опять тоже моя профдеформация, если угодно, повторюсь, главная проблема, что тот язык, который был создан по итогам вот этого Ялтинского консенсуса,
вот это весь ООНовский язык, он реальности абсолютно неадекватен. Но на основе этого языка воспитано там уже несколько поколений, которое, может быть, и которое саму возможность вот мыслить на другом языке для нас тяжела. Но нас жизнь заставляет, вы понимаете? Мы не можем, мы ничего не поймем в происходящих событиях, если мы будем продолжать пользоваться языком, который неадекватен миру. Вот в чем проблема. Если мы хотим хоть какой-то путь к жизни найти, да, к истине, то нам придется искать, может быть, иногда ошибаться, может быть, эта гипотеза не совсем точна, может быть, кто-то в комментариях предложит еще более точное определение, может, это именно не может быть, он лучше опишет, в чем сущность, допустим, сечи, да, то есть вот сечь не государство, а сечь это что? Да? Вот хороший вопрос, важный, философский. И вот но мы должны для этого сначала сделать первый такой шаг, да, пусть болезненный, но начать честно вот, произносить слова, которые, может быть, по умолчанию нам неприятны. Да? Это вот позиция. Ну а почему Россия государство, Беларусь Ра- государство? Так большие вопросы, можно по каждому пойти на самом деле. С Россией, скажем так, я объясню, Россия более-менее близка к государству по той логике, что у нее есть государь. Пусть хотя бы и о государе. Может быть, не настоящий государь, не полностью государь. Помазывания на царство нет. То есть по-настоящему государем, конечно, назвать нельзя, но вот что-то, но модель власти, в принципе, и от царя. Такой вот ИО, исполняющий обязанности. То есть, если не государство, то хотя бы похожее, мягко говоря, на государство. То есть мы должны понимать, что слово государство, оно от слова государь. Есть слово государь, значит, есть государство. Нету государя, нету государства. Другие объединения есть. Есть модель республики. Республика – это не совсем государство. Это именно такое общее дело, общее предприятие, назовем это так. Общее предприятие там разных, скажем так, кланов. Это вот другая модель. Есть модель пиратской республики, специфическая модель, но она тоже есть и так далее и тому подобное. Вот о чем я говорю. Разные модели. И, разумеется, я же говорю, то есть нужно просто брать каждый конкретный случай, но опять это та работа, которую я, как бы, она теневая, и она требуется большое творчество по-настоящему и сотрудничество. Просто опять-таки наша академия, ну, в широком смысле, мировая, глобальная, мы же все пропитаны вот этим ООНовским. Мы по умолчанию всех тоже считаем. Ну, раз принято, так и принято. Поэтому очень сложно выпрыгнуть из вот этой, если угодно, матрицы, рамки, да, и ты по умолчанию пользуешься этими словами, уже даже не задаваясь вопросом, насколько они адекватны бытию. Но я, собственно, ну, не то, что опасаюсь, как я понимаю, одна из главных причин, как мы оказались в ситуации вот этой 30-летней войны, вот этого прекращающегося хаоса с трагедиями, смертями, э, главное, знаете, таким ощущением, я, это не мое ощущение, но я его часто читаю в комментариях и часто читаю, ну, когда люди вопросы задают, есть такое ощущение бессмысленности происходящего. Да? Бессмысленности вот этих трагедий. То есть как будто ощущение, они вроде бы трагедии настоящие, а смысл за ними какой-то вот иллюзорный, фейковый, да, как симулятор бесконечный. Вот как мы оказались в таком положении? Ну и вот мой философский ответ заключается в том, мы оказались там, когда создали и впитали в свою кровь и сущность ложный язык. Мы позволили себе жить в ложном языке, именно в ложном языке. И потом удивляемся, что же у нас, мы падаем только, что же мы исключительно заняты рытьем ям, в которых сами же и падаем. Раз за Это не разом с нами ямы, происходит. Павел. Это окопы. Это не Ну, ямы, это окопы. ну, кстати, Чтобы точку поставить в нашем сегодняшнем разговоре, я бы хотел, ну, ведь если есть, ну, это Украина не государство, да? Если понимать, что если это не государство, значит украинец не гражданин. Это, кстати, там есть да, очень интересный момент, прям целая теория. Это, знаете, из разряда альтернативной юридической практики. Причем украинцы этим занимаются, которые разъехались по миру. Есть определенный сайт. Не хочу как бы сильно долго погружать в контекст. В общем, по законодательству, да, то есть есть разные народы на территории Украины, украинскому законодательству. Короче, по факту получается, что украинец это не коренной народ Украины.
Ну вот, потому что вот эти там признали всякие там, там Мгм. крымские татары, там, ну, в Интересно. общем, много. То есть это прям есть целый там вывод, да, целый свод, это просто очень долго как бы вести эту штрих-пунктирную линию там от одного к другому, но вот есть прям люди, которые это вот несут как вот какое-то откровение. Мгм. Получается, а что такое тогда гражданский долг? А, Потому что Это очень хороший вопрос. взывают, взывают же к тому, что ты должен. Вот ты родился мужиком, ты вот это должен. А, Там тебя Смотрите. побили, Мгм. убили в ТЦК на учебке, да. Это потому, что ну, долг надо выполнять. Что это такое? Ну, тут несколько слоев обмана. Разумеется, вы абсолютно правы. Если мы признаем, что Украина не государство, то никакого гражданского долга нет. При этом то, что вы абсолютно правы, гражданский долг – это действительно военная служба. У нас был, по-моему, год назад с вами эфир, где я объяснял то, что ну, в модели республики, в модели демократии действительно право там, голосовать, избирать и право быть гражданином только воюющим. Да? И поэтому, когда всех объявили гражданами, то все, соответственно, стали ну, все стали обязанными в окоп идти. Это вот история 19 века. Проблема в том, что тут, конечно, получилась разводка, уж простите, по-простому такая, наперстническая, потому что реальных, разумеется, прав и свобод массам дать было невозможно, а вот обязанности они получили вполне реальные. Поэтому получилась очень такая красивая разводка. Но тут, с другой стороны, мы же тоже против сословного общества все были. Там же сословное общество, все понятно. Есть сословие рабочее, есть сословие служивое. И тогда понятно, почему одни служат, и у них права за эту службу, а другие не служат. У них и обязанностей служить нет, и прав дополнительных нет. А тут вот получилось соединение, знаете, всех вершков вместо собранных в одну корзину. А в нынешних условиях, конечно, любые речи о гражданском долге являются обманом и лицемерием. Что имеет дело на практике, вы здесь абсолютно мы с вами это говорим уже год, и буду повторять, пока тоже этот язык не нормализуется, имеет место сословная повинность. Граждан тут нет, а крепаки есть. И вот у крепаков есть обязанности и долга нет, а Подождите, повинность есть. а крепаки это не граждане. А крепаки, конечно, это не граждане. Вот Конечно, понимаете, крепак это не гражданин. нет, Крепак так не гражданин, конечно. в этом же и суть вот этого языкового обмана, о котором вы говорили Да. сегодня пол разговора, что тебе говорят, ты крепостной, там, но ты же гражданин. Ну А, да, нет, конечно, нет, 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 нет. Вот крепостных граждан не бывает, нет, ты просто крепостной. И как бы именно поэтому и поэтому, смотрите, поэтому цена жизни крепостного одна, цена жизни шляхтича другая, цена жизни питпанка третья, цена жизни там магната, она совсем другая цена жизни. То есть все вот нормальная такая правовая система. Чисто 17 век, как мы и говорим, в Украине. Украина живет уже в 17 веке. Вот с точки зрения социальных отношений, она в нем прям живет. Ну, посмотрите, то есть что можно сделать с крепаком? Вот мы видим, что с крепаком можно, в принципе, сделать все, что угодно, и цена его жизни очень дешевая. Насколько я не помню до сих пор, были ли компенсации, не были компенсации, но они достаточно дешевые, если там ТЦК убивает человека. Может быть, вы меня поправите, но они достаточно если дешевые. ТЦК, то там какие Ну да, тем компенсации? более, вообще, то есть это бесплатно. Но если ТЦК побьет, там, не знаю, шляхтича, условно, или Петпанка, там, известного волонтера, то это другой резонанс, да, и там может и прилететь. И вот, соответственно, вот оно такое, да, сословное общество. Как было, так и есть. Павел Щелин был моим собеседником сегодня. Благодарю вас за время и мысли. Спасибо, Александр. Берегите себя. Друзья, всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого. До скорого.